Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала, и сегодня вам хочу рассказать и показать, как легко в домашних условиях приготовить очень вкусный тыквенный соус. Получается невероятная вкуснятина. Итак, смотрим. Вот такая вот тыква у меня, и из нее я хочу приготовить соус из тыквы. Еще раз говорю, делается все легко и просто. Сейчас я эту тыкву разрежу и почищу от кожуры. И теперь нам надо нарезать лук. Лук нарезать в этом рецепте можно по-разному, либо крупно, либо мелко. Здесь этого значения не имеет. Лука я использую 250 грамм. В сковороду я наливаю ровно 50 мл растительного масла, и сейчас я это масло разогрею. Масло разогрел, и теперь я сюда отправляю лук. И на среднем огне начинаю его пассеровать, периодически помешивая. А теперь нам надо нарезать яблоки. Яблоки я использую кислые в этом рецепте. Вес составил у меня килограмм 300. Теперь я порежу их волшебным ножом. Вот на примере этого яблока я порежу остальные яблоки вот на такие вот кусочки. Еще раз напоминаю, здесь в рецепте у меня кислые сорта, и вес у меня яблок составил килограмм 300. Тыкву я почистил и нарезал вот такими вот кусочками. Теперь я сюда добавляю яблоко, которое я уже приготовил и нарезал. И также я сразу сюда хочу добавить лук, который мы заранее приготовили. И хочу добавить в этот рецепт имбирь свежий. Я вот только что натер на мелкой терке. Использую я здесь ровно 30 грамм. Он придаст очень хороший вкус нашему блюду. Также я хочу добавить сюда 100 мл обычной холодной воды. Это делается для того, чтобы на начальном этапе наше блюдо не подгорело. И добавляю я сюда 350 грамм сахара. И также нам в этом рецепте нужна, конечно же, соль. Соль я добавляю 20 грамм, 1 столовую ложку. Теперь я хочу сюда добавить 1 чайную ложку молотой корицы и 2 чайные ложки молотого кориандра. Также я сюда добавлю цедру лимона. Делается это все здесь просто вот таким вот приспособлением. Я снимаю тоненькую шкурку от лимона. Буквально 2 вот такие вот полосочки будет достаточно. И отправляем нашу кастрюлю на средний огонь, периодически помешивая, доводим до кипения. Тыква у меня закипела, как видите, дала много сока. Тыква и яблоки. На это у меня ушло буквально 30 минут. И теперь с помощью блендера я превращаю все это в однородную массу, то есть в пюре. И потом отправлю опять кастрюлю на огонь. На медленном огне доведу до кипения. Будьте осторожней, будет булькать очень сильно, поэтому будьте осторожней, чтобы не обжечься. Тыквенное пюре у меня закипело. Я выключил газ, потому что иначе невозможно добавить будет сюда уксус. Добавляю я 1 столовую ложку 70% уксуса. Сейчас я все хорошенько перемешаю. Если вы будете кушать прям сейчас использовать, то уксус можно не добавлять. Я же заготавливаю это все на зиму. И теперь по банкам. Банки я обязательно помыл с хозяйственным мылом. Обязательно их стерилизуем, их и крышки. И посуду я обдаю, которую пользуюсь кипятком обязательно. И вот так вот с помощью половника заполняем банку до самого верха. Потом закручиваем, переворачиваем на крышке, укрывать не надо. Даем при комнатной температуре остыть, и я убираю в погреб. И вот такая вот вкуснятина у нас получилась. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.